Хорошо. Господа участники, я всех вас приветствую сегодня вечером на второй международной конференции, посвященной теме терапевтической работы во время военных боевых действий. Вот, немного представлюсь, меня зовут Борислав Хамленко. Вот, я практикую, преподаю НЛП уже много-много лет. И большая часть людей, которых я приглашаю на конференцию, это люди, которых я знаю очень-очень давно. Некоторых знаю уже более 10 лет. Вот. Первая конференция, которую я провел, она была в начале войны самой. Немножко истории скажу. Вот. И шла там, не знаю, где-то вторая неделя войны нашей с вами. Вот. И у меня появилась идея, что в этот кризисный момент очень круто было бы привлечь мастеров-экспертов психотерапии, вот, чтобы они, скажем так, оказали какую-то минимальную моральную поддержку психологическую и раскрыли определенные темы. С одной стороны, конференция первая, она была ориентирована, в моем понимании, больше на мотивационную поддержку. Вот. Но, с другой стороны, многие тренера, которые были приглашены, они давали очень-очень практичные вещи для работы. Вот конференция первая, которая была названа «Методы НЛП в работе с ПТСР», вот, она длилась где-то вот от начала марта месяца где-то до второй половины марта. Вот, было проведено около 16 вебинаров было проведено. Вот, 14 записи есть в группе, я их выложил. Кто хочет ознакомиться с результатами конференции предыдущей, вы можете свободно смотреть. Вот все видео залиты в группу и находятся на YouTube-канале терапии, которую я веду. И кто был приглашен в прошлый раз, первым самым важным докладчиком, с которого началась прошлая конференция, это была Джуди Делазье. Вот, человек не только потрясающего ума, но и просто феноменального широкого сердца, с громадным сочувствием украинцам. Вот, буквально в первые 2 недели войны мне получилось с ней связаться. Мы вышли на созвон, мы говорили с ней, я описывал то, что происходит в Украине. Вот, она была полностью в шоке, глубоко сочувствовала. Вот, и формально, благодаря моей коммуникации с Джудит, вот, и возникла идея полноценной конференции. Вот. Контакты некоторых мастеров НЛП я знал, вот, контакты некоторые были у меня упущены. Вот, часть контактов помогла мне создать Джудит. Вот, и получилось реально привлечь просто феноменальных тренеров, элитных тренеров НЛП. Это Джудит Делазье. Вот, это Роберт Дилдс, который вышел к нам на связь. Это Стивен Гиллиган. Вот, вышел Ричард Болстед из Новой Зеландии. Вышла на связь Мишель Руш из Калифорнии, которая тоже является не очень известным НЛПером у нас, но тем не менее это человек, который практикует НЛП 40 лет, и это из базовой группы НЛПеров. Вот. Многих крутейших НЛПеров у нас в СНГ тут почти не знают. Я был, конечно, в свое время удивлен. Вот. Одним из таких феноменальных открытий для меня было это то, что в странах СНГ никто не знает полноценно такую личность, не знает, в смысле, не участвовал в обучающих программах, как Конни Андреас. Думаю, часть участников здесь НЛПера, некоторых профессионалов. И думаю, многие из вас, те, кто имеет отношение к НЛП, вот они хотя бы читали книги Стива Андреаса, Конира Андреаса. Люди, которые были в начале самого, в истоке. Вот, и общаясь с Конирой Андреас, вот, я задал вопрос: Кони, скажи, вот, а ты вообще вот в Украине, в России когда-нибудь была? Он говорит: нет, никто не приглашал. Вот, и я думаю: черт, почему бы эту замечательную женщину не пригласить сюда, к
нам в Украину, вот, чтобы создать полноценный спектр представления о существующих формах НЛП. Канира Андреас, вышел на связь американский, но живущий во Франции тренер Брайан Вандерхорст, вышел из Нового Орлеана на связь еще один мой знакомый тренер НЛП, это Сид Джекобсон. Были и другие, я уже некоторые даже всех не перечислю сейчас. В общем, некоторые тренера, они выходили на связь и единожды. Вот. А некоторые тренера в конференции, они участвовали вот не один вебинар, а 2-3. Канира Андреас даже пожелала быть целых 4 раза на связи. То есть она не просто вышла на связь, 1,5 часа проболтала, так типа, как я вам сочувствую, вот, и даже провела небольшую обучающую по ее направлению НЛП, вот, работа целостности, wholeness work. Вот, и действительно для меня тоже было открытием ее форм работы удивительно. Вот, поэтому, ну, реально был звездопад уникальный. Вот, и мне постоянно приходят сообщения, люди говорят, до какой степени это мотивировало и вдохновило многих людей на работу. Потому что в большей степени я вот вижу цель конференции – это улучшение качества терапевтической работы для психологов, психотерапевтов, психиатров, социальных работников в Украине, которые сейчас помогают жертвам войны. Вот, поэтому, ребята, за нами, ну, как бы часть фронта, я считаю, вот, психологического фронта. Вот, и отличный психотерапевт, он спасает человека, и причем не только от каких-то стрессовых фобий. Я уверяю вас, мы с вами могли спасти не один инфаркт и инсульт, от инфаркта и инсульта многих людей. Вот, и мы не являемся буквально медиками в клиниках, сидящими и принимающими там людей с ранениями, вот, но душевные раны, они порой гораздо более болезненные, чем телесные раны. Поэтому цель конференции – это поддержка. И цель конференции – это увеличение знаний для того, чтобы создать как бы некоторую базу, фундамент для более полноценной, мощной и сильной работы. Вот, потому что я очень долго практикую психотерапию. Я практикую психотерапию более 15 лет. Вот, я уже 18 лет работаю преподавателем в высшем учебном заведении. Вот. У меня много знаний о терапии, но у меня не очень было много знаний практических, ориентированных на работу с ПТСР. Ну, не очень много было. Не так много запросов лично было. Сейчас уже их повалилось просто громадное количество, естественно. Вот. И сейчас, я считаю, мы все испытываем некоторую потребность в детализации и улучшении знаний, посвященных работе с посттравматическим стрессом. Первая конференция, она была целевая по ПТСР. Прошел месяц, чуть больше. Вот. И я сижу и думаю, вот в НЛП очень много внимания уделяется работе с будущим. Вот я знаю, что мы выходим из состояния депрессии, тоски, когда мы строим для себя яркое, красочное будущее, и оно позволяет нам выходить из состояния депрессии, печали. Вот. И я решаю создать новую конференцию, которая сейчас проходит. У меня появляется название в сознании, как назвать ее. Я назвал «Программирование ума на лучшее будущее». Вот. Я рассылаю приглашения тренерам. Вот. Часть из них согласилась сейчас. Вот. Не такое большое количество будет в данной конференции. Вот. Пока что формально у нас всего 5 тренеров. Многие из них заняты, загружены. Раз там Джудит не может выйти на связь, потому что у нее травмированная спина сейчас, она травмировалась сильно. Вот. Ну, минимум 5 человек будет. То есть минимум 5 встреч. Вот. И мы будем работать с будущим. С будущим, с созданием будущего, с планированием будущего. Лекторы будут показывать свои отношения к НЛП, там куча ресурсов и куча возможностей по работе с будущим. Вот. Кстати говоря, ребята, ознакомившись с материалом предыдущей конференции и пройдя эту конференцию, вот те люди, которые уже изучали НЛП,
вот какого-то одного-двух тренеров. Ребята, поверьте мне, НЛП – это такое пространство или потрясающий опыт, что каждый такой сильный тренер – это отдельная стиль НЛП. Вот, и чтобы действительно получить полноценное представление об НЛП, я говорю, ну, нужно получить его от минимум 2-3 источников. И тогда вы начинаете понимать, что форм работы очень много. Каждый тренер делает акцент на абсолютно разных вещах. И кто-то делает акцент на метамодели, кто-то акцент делает на субмодальностях, как Ричард Болстед, например. И кто-то делает акцент на с рефреймингом, кто-то делает акцент на работе с линией времени. Вот. И у каждого тренера есть свои фишки, у каждого тренера есть свои особенные фокусы. Вот. И поверьте мне, это целый мир, целый уникальный мир, громадный мир и изучения мастерства. Потому что НЛП, прежде всего, не метод психотерапии, а НЛП – это по определению большинства базовых НЛПеров, это наука и искусство изучения субъективного опыта и его моделирования. И человек, который в совершенстве изучил НЛП, я считаю, это действительно мастер коммуникации и действительно мастер психотерапии. Вот НЛП чуть-чуть больше, чем метод терапии. Вот в многих-многих вещах. Смотрите, у нас сейчас 48 минут. Парочку таких орг-моментов. Сегодня мы работаем с Ричардом где-то 1,5-2 часа. Ричард будет где-то в 20:00, обещал, по крайней мере. Вот, слушаем то, что говорит докладчик. В конце мероприятия я буду давать возможность вам задавать вопросы, так как вас много. Лучше мне писать вопросы в чат, я их буду озвучивать. Раз. Пожалуйста, не включайтесь во время стрима микрофоном и не начинайте говорить, когда говорит докладчик. Вот. Если вы задаете вопросы, я попрошу старайтесь, чтобы они были так по существу. Вот. И вопросы, которые имеют отношение к теме непосредственно, и не начинайте личную терапию, пожалуйста. Если конференция переходит в разряд личной терапии с одним человеком, мы, ну, скажем так, очень мало времени у нас для этого. Терапия всегда включает в себя большое количество времени. Поэтому по существу, по теме. Вот. Формат работы со всеми тренерами в этот раз у нас это 90-100 минут. Как тренерам будут сами хотеть, вот так они будут решать. Вот. И, в принципе, это так, основа. Если у вас какие-то вопросы сейчас по организации есть, вы можете включить микрофон, мне его задать. Вот. Говорить. Потому что сейчас уже, я вижу, Ричард подключается. Вот за 10 минут, пока что я его не впускаю. Борислав, спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо за то, что вот вы провели прошлый курс. Ну, это было просто. Даже не хочется с вами расставаться, хочется больше и больше. Спасибо вам. Да, ребята, находитесь с нами. Это вторая конференция. Будет, я гарантирую, уже третья точно будет, потому что часть тренеров, которые не приняли участие, не смогут принять в этом участие, их перенесу на третью. Вот это месяц-полтора. Потом в будущем я еще буду приглашать. Вот тем очень много. Вот. Окей, смотрите, хорошо. Основу решили. Делаем сейчас 5 минут перерыв, 5 минут. Вот я выключаю свою камеру. Вы можете сделать глоток чая. Через 5 минут я включаю камеру, включаю микрофон, потому что сейчас наш переводчик что-то не выходит на связь еще. В 55 минут возвращайтесь, 56.
Так, господа, Ричард присоединяется. Hi, Ричард. Hi. Nice to see you. Nice to see you too. Borislav, can you give me... Wait, yeah. Borislav, can you give me co-host permission? And then I can... Yes, already. Ah, thank you, yes. And can I... is it possible for me to record it as well? I'm not sure, that must be a separate permission. Sure. Юля, привет. Переводчица Дарья сейчас Привет. на подходе. Ага. Сейчас она будет, пока Дарьи нету, если что, можешь попереводить? Конечно, конечно, да. Ричард попросил, если он может тоже записывать, если похоже, что как... Угу. Richard, can you already record? No. Похоже, что какой-то отдельный, может быть, должен быть этот разрешение. Какая-то отдельная, может быть, кнопка. Я сейчас чтобы... не вижу кнопку разрешающую. Я просто виду запись, она идет. Если что, я потом скину запись, которая есть. Вот, я не вижу, где разрешение для других людей записано. Не нашел еще. Of course, it's now recording. Yes. Окей. Yes. Хорошо. Ричард, я рад приветствовать тебя сейчас на нашей конференции. Она не будет такая большая, которая была в начале. Вот, и будет всего 5-6 тренеров. Вот, я решил назвать нашу конференцию «Программирование ума на лучшее будущее». Вот, и пригласил тебя как нашего первого докладчика, как одного из наиболее сочувствующих и лояльных к ситуации. Richard, thanks very much for joining this conference. It won't be as big as the other ones. There will be only 5 or 6 experts from the field. And you are very welcome as one of the most empathizing trainers to the current situation. And the conference is called, как, Борислав, называется? Программирование ума на будущее. Программирование ума на лучшее будущее. The programming of the mind for the future. Perfect. Thank you very much. Do we have Daria translating, or Yulia, are you translating? Yes, of course. No, Daria will join shortly, I so hope. And meanwhile, while she will, and while she's joining, then I am helping out. Я объяснила Ричарду, что Дарья сейчас скоро придет. Группа уже собрана. В принципе, участников, зарегистрированных на нашей конференции, уже более 200 человек. Вот. Over 200 people already registered for this conference. Сейчас только 76 присоединилось. Я думаю, еще будут присоединяться по ходу обязательно. Окей, Ричард, тебе слово, как тренеру, который начинает конференцию. Okay, Richard, the stage is yours. Take it away. Okay. So welcome, everyone. It's a true privilege to be able to be here with you. Добро пожаловать все, кто подсоединились. Это честь и привилегия Ричарда участвовать в этой конференции. And this is Yulia and my third opportunity to talk with you in Ukraine. Это третий раз, когда Ричард и Юля, это мое имя, когда мы участвуем в этой конференции. Я, кстати, от себя сразу извинюсь, я не профессиональный переводчик, такой, который синхронно переводит, поэтому может получиться немного неуклюже. Очень сильно надеемся, что Дарья скоро подсоединится. Юля, смотри, Дарья уже есть, в принципе. Дарья,
Дарья, Прекрасно. Yes, hello guys. I was right on time. I'm sorry that I couldn't be here like 10 minutes before. Okay, I'll sign off then. Okay. Hey everybody. Hi. Yeah. Bye. So nice to Итак, see. это третий раз. Nice to see you again. Yeah, hello. Это третий раз, когда Ричард уже с нами. I was saying this is our third time teaching in Ukraine. Yeah, I just said that. Oh, okay. And this time, as Borislav said, we're focusing on the future. В этот раз, как сказал Борислав, мы будем сосредотачиваться на будущем. And I want to thank Daria for the job of translating my strange version of English. Хочу поблагодарить Дарью за перевод моего прекрасного, как сказал Ричард, странного английского. Okay, no problem. My pleasure. And thanks so much to Borislav and his team for organizing this. И благодарю Борислава и команду за то, что организовали это. The things that I'm going to introduce you to this evening, they come from this field of NLP. Сегодня то, о чем я буду говорить, и то, с чем я вас познакомлю, это будет из NLP. And in particular, some of them come from a subfield called timeline therapy. И некоторые штуки будут из такого поля, под сферы NLP, как терапия по линии времени. And also from some work that a friend of mine, Robert Dilts, has done in NLP. Также мы затронем ту работу, которую провел мой друг Роберт Дилтс, тоже в сфере NLP. So I hope that you have a copy of the handout for this. Надеюсь, что у вас у всех есть копия распечатки того, что вы сейчас видите на экране. And I'm just going to just a moment, I'll just check that. Yeah, I can read right now for everyone what you have. Okay. Oh, yes. And I'm also sending a file. И сейчас Ричард отправляет всем файл, чтобы он у вас был под рукой, чтобы вы могли прочесть. Но я зачитаю с экрана, может быть, кто-то не видит. Определение цели. Первое – сенсорная спецификация. Второе – позитивный язык. Третье – экологичность. Четвертое – желаемый результат расширяет выбор. Пятое – личная инициатива. Шестое – первый достижимый шаг. Седьмое – выявление ваших ресурсов. Yeah. Okay, and excuse me, one more thing I'll explain about the timeline. И линия времени внизу вы видите, да, в NLP есть такое понятие, как линия времени. Здесь такая зелененькая линия, прошлое, теперь, да, настоящее и будущее. И цели на будущее. Yeah, okay. Okay, so what I'm teaching, my own background is I'm trained as a nurse and trained as a teacher. Что касается моего личного образования, то у меня образование в сфере медицины и преподавания, то есть я преподаватель и медработник. And because I'm working often in areas where there is a crisis, like the crisis in Ukraine. И часто работаю в сфере кризисов, например, такой, как сейчас происходит в Украине. I like to check the research behind what I'm teaching, and I like to check how it fits with what's going on in your brain. И я часто провожу исследования, которые подтверждают то, чему я учу людей. И сейчас я вам расскажу, что происходит в вашем мозге. So, in your brain, when you record experiences, then these are first of all recorded in the hippocampus and in the amygdala. Да, вы кодируете какие-то происшествия, что-то, что с вами происходит, ваш опыт, то это кодирует в мозге гиппокамп, да, и так, Ричард у меня пропал с экрана, потому что кто-то включился. Сейчас, секунду.
Richard, I'm sorry, I don't see you. Can you start speaking, please? Yes. Okay, thanks. Да, и амигдала. Okay, so yes, amygdala. So these two areas are the temporary memory storage areas. То есть эти две области мозга – это области, в которых временно хранится ваша память. And they actually store time in a kind of, as we said, in a timeline. И они, так сказать, хранят память, так как мы ее себе представляем в виде линии времени. Время хранят в памяти в виде линии времени. So events that happened further away in your life, earlier in your life, are actually stored further away in the hippocampus. То есть то, что с вами произошло ранее, это хранится в гиппокампе раньше, то есть как бы по линии времени это было раньше, чем то, что происходит сейчас. And the hippocampus also has a kind of a map of the future. Но также в гиппокампе есть так называемая карта будущего. So that actually means that if we ask you to think about you in 10 years' time, we can see exactly where in the hippocampus you are thinking about that you. Если мы вас попросим подумать о вашем будущем через 10 лет, то будет активирована зона мозга в гиппокампе, мы понимаем, видим какая, та, которая ближе. And actually, if that seems closer to where you are now in the brain, then you will feel like that future you is closer to you. И чем ближе вам кажется, okay, can you please repeat that? Yeah. So if when you think about the future you, it's closer to where you think about you now, then that will actually feel closer emotionally to you. The future will feel closer. You mean the image of you right now and the image of the future you? If they are close? They are close in the brain, that will feel close to you, that future. Okay, Юля, can you... Я просто боюсь, Это если репрезентация будущего тебя ближе находится к тебе, то тогда... Ага, я ближе понимаю, в какой страгл. Понимаешь, как репрезентация, то есть репрезентация, когда мы думаем о будущем себе, она может находиться ближе или дальше. Когда она ближе находится, то тогда, да. То есть имеется в виду, so Richard, you mean like when we think about our future self, we imagine that it's closer? Okay. То есть если вы думаете о том, что ваше будущее образ, он как бы к вам в вашем воображении ближе находится, то и по ощущениям и в гиппокампе это тоже отображается, что оно как бы ближе. So, for example, we know from the research that people who feel closer to their future self, they are making more plans for what will happen. То есть люди, которые чувствуют себя как бы ближе физически к своему будущему я, то они строят больше планов на будущее. So, what I want to show you first of all this evening is how to hack into this system in the brain. То, что я хочу вам сегодня показать, это как можно хакнуть вот эту систему мозга. And if you can do this, then of course your brain will expect the future that you want to, in a way, program into it. Если вы это сделаете, то ваш мозг как бы будет ожидать то будущее, которое вы сами себя запрограммируете. Now, it's fairly important that I explain two things about programming your future. Я сейчас объясню очень важные две вещи о программировании будущего, и очень важно, чтобы вы это поняли. And the first is that we live in the real world, so we do actually want things to work in the real world. И первая вещь, которую надо понимать, это то, что мы живем в реальном мире, и мы хотим, чтобы все сбылось тоже в реальном мире. And
So, for example, Ted James, who developed timeline therapy, Тед Джеймс, который разработал вот эту терапию по линии времени, he describes it like this. он это так описал. Imagine you are walking down the street and right now you don't have a car, you don't have any way of transport for yourself. Представьте себе, что вы идете по улице, и у вас нету ни машины, ни какого-либо другого средства передвижения. And a voice from the sky says to you, buy a bicycle. И голос с неба говорит вам: купи велосипед. Now, what he says is, at this moment, do you have a bicycle? В этот момент есть ли у вас велосипед? Нет, you don't. Нет. Okay, so now, No. Нету велосипеда. so then you think to yourself, okay, I need to find out how to buy a bicycle. So you go online and you look how much money will it cost, where can I buy it, and so on. То есть, сейчас, секундочку, микрофон выключить. Ага, спасибо. Да, то есть вам голос сказал: купи велосипед, но вы понимаете, что у вас нет велосипеда сейчас, и что вы делаете, чтобы он у вас появился. Вы идете домой, гуглите информацию, начинаете думать, сколько это будет стоить и так далее. Okay, so now at this point, you know all the information. Do you have a bicycle though? Ну, как бы, то есть в этот момент у вас есть информация, но есть ли у вас велосипед? Нет. Нет. Not yet. Пока нету. Okay, so now, next, you think, wow, maybe I have some emotional block to having a bicycle. И вы потом думаете: может быть, у меня есть какой-то эмоциональный блок, поэтому у меня нет велосипеда. So you go to a psychotherapist or an NLP practitioner and you do some process for aligning your mind with the achievement of having a bicycle. Да, и вы поэтому идете к психотерапевту или к NLP-практику для того, чтобы сделать какую-то технику, которая поможет вам войти в соответствие с вашей целью купить велосипед. And so the question is now, do you have a bicycle? И дальше опять задается тот же вопрос: есть ли у вас сейчас велосипед? Нет. Нету. Not yet. Пока еще нету. Okay, so now what you actually need to do next is, of course, you need to go out and buy a bicycle. То есть все, что нужно сделать, это выйти и купить велосипед. And this is obviously the process by which you manifest a bicycle. И это естественный процесс, которым вы как бы делаете реальным ваш велосипед. You align the spiritual vision of it with the information, with the emotion, with the action. То есть вы как бы соединяете вот это видение духовное, которое у вас было, с вашей эмоцией и с конкретными действиями. And so this is important because sometimes nowadays people have the idea if you just do something in your head, then the bicycle magically appears. Да, это очень важно понимать, потому что сейчас многие люди думают, что если вы там что-то в голове себе подкрутите, то велосипед появится автоматически в реальности. Okay, so actually, of course, it requires action in the real world. То есть все-таки действия в реальном мире необходимо все-таки совершать. But in order for that action in the real world to be successful, you do, of course, need to align what's going on in your brain. Но чтобы вот эти действия в реальном мире были успешными, вам нужно привести в порядок то, о чем вы думаете, чтобы оно соответствовало действиям. And this process of installing the idea in the hippocampus as something that will happen in the future. И как раз, когда мы вот эту идею внедряем в гиппокамп, это то, что должно произойти в будущем. Is a process that Ted James calls active imagination. И этот процесс, который Тед Джеймс назвал активная уява, как по-русски. Воображение. Воображение, активная уява.
Okay. Sorry so for now, my Ukrainian. Yeah. Okay, so active imagination has two aspects. У активного воображения есть два аспекта. Firstly, you need to, we're going to ask you to imagine something that is not real, that's not yet happening. То есть нам нужно будет что-то представить, чего еще нет, то, что еще не происходит. So sometimes people have a resistance to this. They say, but it's not real. Но у некоторых людей на этом этапе есть сопротивление, они начинают говорить, но этого же нет в реальности. Okay, so that's good. It's useful to know it's not real, but we want you to be able to imagine it. Но это хорошо, значит, этого нет в реальности, но все-таки представить это придется. It's like when you go to a science fiction movie, you need to be able to imagine the possibilities in the movie. You don't sit there thinking, but this is not real. То есть это когда вы ходите на фантастический фильм, вы все равно должны представить, что как бы это возможно. Вы же не сидите и не думаете, ну такого все равно не бывает. The other side of it, though, is you are going to control what you imagine. Но с другой стороны, придется все-таки контролировать то, что вы представляете в уме, воображении. So you don't just kind of close your eyes and find out what comes into your mind. То есть вы не просто закрываете глаза и узнаете, что там вам всплывет в вашем воображении. That's what I would call passive imagination. Это было бы пассивное воображение. So active imagination means deliberately imagining something so that it is installed in your hippocampus. То есть активное воображение предполагает представлять что-то так активно, чтобы оно как бы инсталлировалось, то есть внедрилось в ваш гиппокамп. Okay, now we do have some good research about the results of that. У нас были проведены исследования о результатах такой работы. And this research most of all comes from a guy called Richard Weissman. И исследовал этот вопрос Ричард Болстед. And Richard Weissman is a well-known psychologist. Он очень известный психолог. And he studied 5,000 people who had major life goals. Он изучал 5000 человек, у которых были серьезные цели, жизненные цели. All of them were sure that they would achieve their goal in 1 year. Все они были уверены, что они достигнут своих целей через год. And actually, only 10% of them did. Но только 10% из них достигли на самом деле. Now, that's the first shocking thing about this research. Most people do not do the things that they hope they're going to do. И это как раз и есть шокирующая правда вот этого исследования, что большинство людей как раз не делают в жизни то, что они собираются сделать. So at the end of the year, the people who failed, they had lots of explanations for why it didn't work. Да, и в конце года у людей было очень много разных объяснений, оправданий, почему же все-таки у них не получилось сделать то, что они планировали сделать. It was a bad year for my relationship, my health was not so good, the economy changed, things like that. То есть они объясняли это тем, что был плохой год для отношений, экономика поменялась, еще что-то, находили оправдания. But Richard Weissman knew that he could predict from his interview with people at the start of the year who was going to succeed and who was not going to succeed by the end of the year. Но Ричард Болстед, взяв у них интервью в начале года, уже понял, как он может определить тех, кто достигнет все-таки своих целей в конце года. So the first thing I want to show you is not how to set goals, but how to set goals like the 10% who achieve them. То есть первое, что я хочу вам показать, это не то, как просто себе ставить цели, а как ставить цели именно так, как делали это 10% тех, кто их все-таки достигли. Now, obviously, you are in a special situation in Ukraine right now. The whole world is watching.
Конечно, вы сейчас в особой ситуации, за вами наблюдает весь мир, за теми людьми, кто в Украине сейчас. And so there is an invasion that makes it especially challenging to achieve goals. Сейчас как раз время, которое происходит вторжение, и это действительно сложно достигать каких-то целей в такое время. And all over the world right now, people are inspired by what Ukrainian people are doing and how they are still achieving things in this challenging situation. И по всему миру люди вдохновляются тем, как украинцы продолжают жить и достигать целей, несмотря на сложные обстоятельства. So Ukrainian people are obviously already likely to be in the 10%. Okay. То есть, скорее всего, украинцы уже входят в эти 10%, которые достигают целей. Because being Ukrainian is a superpower, right? Exactly. Потому что быть украинцем это уже своеобразная, да, такая суперсила. Okay, now I want to show you though what the things are. Firstly, that Richard Weissman discovered. Но я хочу вам показать, что именно обнаружил Ричард Уайсман во время интервью с этими людьми. That is the structure of the superpower. То есть есть определенная структура у этой суперсилы, которая позволяет достигать целей. And so the first thing that he discovered is that the people who did not succeed, there were two things those people who did not succeed did. У тех людей, кто не достиг своих целей, было такие определенные две особенности, то, чего они не делали. And the first thing is they thought a lot about their problems. И первое, что они делали, они думали очень много о своих проблемах. У них фокус был на проблемах. So imagine that I fly into Ukraine and I arrive in Kiev. Если я бы, например, сейчас прилетел в Киев, приехал в Украину. And I get into a taxi. И сажусь в такси. And the taxi driver says, "Where do you want to go?" И таксист у меня спрашивает, и куда вы хотите поехать? And I say, "I don't want to be at the airport." А я ему говорю, куда-нибудь, только чтобы не быть в аэропорту. And so the taxi driver will say, "Good. Where do you want to be?" Но таксист спросит, это, конечно, прекрасно все, но где же вы хотите находиться? So I say, "I don't like airports. It has to be somewhere that's not the airport." А я ему говорю, ну, понимаете, мне просто не нравится в аэропорту, я хочу где-нибудь быть, где не аэропорт. So then the taxi driver will say, "Well, why don't you go out of the taxi and think about this? Once you know where you want to go, then I can take you." Таксист, конечно же, меня высадит и скажет, иди, пожалуйста, подумай, где ты хочешь быть на самом деле, а потом садись и скажи мне, куда тебя довести. And your brain will do the same as the taxi driver. И ваш мозг подобен такому таксисту, он ведет себя точно так же. So if you tell your brain, "I don't want to be anxious, I want to avoid this kind of problem." То есть если вы мозгу говорите, я не хочу тревожиться, я хочу избежать вот именно этой проблемы. It can't start. It doesn't know where to go. Он не может как бы поехать, завести машину, да, как таксист, он не знает, куда ехать. But the second thing that the people did who were not successful И второе, что делали эти люди, которые не достигли успеха, is they thought too generally about what they wanted. что они думали слишком общо о том, чего они хотели. They thought about their values, which is nice to know, but they didn't have a specific plan. То есть они думали просто о своих ценностях, о том, что для них важно, но у них не было конкретного плана. So they thought, "I want to be happy. I want to be confident." То есть они думали что-то типа такого, я хочу быть счастлив, я хочу быть уверен. And if you set a goal and all your brain knows is you want to be confident, Если вы ставите себе цель, а все, что знает ваш мозг, это всего лишь то, что вы хотите быть уверенным, your brain doesn't know when that applies and doesn't know when you have achieved it and when you haven't.
То есть мозг не знает, где вам нужна эта уверенность, как определить, достигли вы ее, не достигли. So people sometimes tell me, I have had this goal of being confident for 10 years and it's never happening. То есть мне иногда люди говорят, ну я уже 10 лет хочу стать очень уверенным, и все никак не получится, все никак это не происходит. And of course not, because it's not, they have no way of measuring which situation did I want to feel confident in. То есть, конечно же, этого не происходит, потому что у них нет четких критериев, они не могут измерить и сказать конкретно, они мозгу не говорят конкретно, в какой ситуации, например, они хотят быть уверенными. And in a way, when the bombs are falling, for example, you don't want to feel exactly confident, you want to feel focused on what you're doing next. То есть, когда, например, на вас падают бомбы, вам не нужно быть уверенным, а вам нужно быть именно сфокусированным на том, что делать дальше. So effective goals have a very specific situation and time that they're planned for. То есть конкретные цели имеют конкретные ситуации и конкретное время, в которое вы хотите, чтобы они осуществились. Ситуация, время. So what Richard Weissman discovered is that the successful people, it's as if they're asking themselves a series of questions. То есть те, у кого все-таки получилось достичь успеха, это были люди, которые задавали себе конкретные вопросы. And if I was taking you through this process of setting a goal, then I would ask you to choose something specific that you think is possible and that you would like to achieve in the future. То есть, если бы я вас конкретно проводил через вот этот путь постановки цели, я бы спросил у вас, что конкретно вы хотите, в какой ситуации, в каком контексте и когда в будущем. And this is, of course, for you specifically, to think of something that you would like to achieve in the future. И это что-то должно быть реальное, что вы можете достичь в будущем. But Richard Weissman discovered another important thing about goals, by the way. И насчет цели Ричард Болстед тоже интересную вещь обнаружил. And that is, he called it the NASA effect. NASA effect. Он это назвал эффектом NASA, как NASA акроним NASA. When you feel like your goal is important not just to you, but to other people as well, it has much more power behind it. То есть, когда вы чувствуете, что ваша цель важна не только для вас, но еще и для остальных людей, для других людей, то эта цель становится более сильной. So you probably know this yourself, that if you are trying to, for example, lose weight just for yourself, it's less powerful than if you are trying to lose weight because you want to inspire your own children, something like that. Ну, то есть, пример, это может быть что-то типа, когда вы хотите похудеть, но только для себя, или хотите похудеть, чтобы вдохновить своим примером ваших детей, то когда вы хотите вдохновить примером детей, цель будет более мощная. Okay, so the first question then that people would ask themselves is, in sensory specific terms, what will I see, what will I hear, what will I touch when I achieve this goal? То есть первое, о чем нужно подумать, это сенсорная спецификация. То есть вы конкретно себе вопросы задаете, когда я достигну этой цели, что я буду делать, видеть, чувствовать, трогать. This VCOG thing, yeah, visual. Yeah. Кто знает в НЛП, вот эта аббревиатура есть VCOG, то есть вот эти все сенсорные ощущения 5. Okay, and if the person says what they don't want, then to reverse it into positive language. I will have this, I will see this. Если человек хочет избежать чего-то, говорит, чего он не хочет, то нужно это переформулировать и сделать формулировку позитивной, чтобы он понимал, чего он хочет достичь. Okay, so I want to tell you a story. Because you're in Ukraine, I want to tell you a story about someone
setting a goal in a challenging situation where someone is attacking them. Сейчас расскажу вам одну историю, поскольку вы находитесь в Украине, то расскажу, как человек ставил цели в ситуации, когда на него нападали. It's not a big story. I'm pretty sure you've heard of this guy, Galileo Galilei. Да, это история про Галилео Галилея, наверное, вы ее даже знаете. Yeah. And so Galileo, his life purpose was science. Да, цель всей его жизни, смыслом всей его жизни была наука. So he's living in Italy 500 years ago. Он жил where? In Italy, right? Yes. Он жил в Италии около 500 лет тому назад. And at that time, someone had just invented the telescope. Да, и в то время кто-то только изобрел телескоп. And Galileo took the telescope, and instead of just spying on his neighbors, which was very popular at the time, he pointed it up to the stars. То есть Галилео взял телескоп и начал шпионить за своими соседями, что было в то время популярно, а потом он поднял телескоп, чтобы посмотреть на звезды. And there he discovered something shocking. И он там увидел кое-что шокирующее. The planets, like Saturn, had moons that were circling around them. То есть такие планеты, как Сатурн, вокруг них вращалась Луна. Ой, не Луна. You said the moon? Saturn had the planet Saturn had a moon going around it. Yeah. Okay. Да. Yeah. So this was shocking because the church said that the earth was the center of the universe. Да, это было шокирующим, потому что церковь как раз в то время говорила, что Земля — это центр Вселенной. And Galileo now could see that the earth was not the center of everything. Some things circled around other things. Да, то есть Галилео обнаружил, что Земля не была центром всего, что были другие вещи, которые вращались вокруг других штук. Metaphorically, it's as if someone said, what comes to mind is Moscow is the center of everything. Да, метафорически это если бы кто-то сказал, Москва — это центр Вселенной. And then someone discovered, actually, there are lots of centers. А потом кто-то обнаружил, что есть много других центров тоже разных вещей. So Galileo was very excited and he wrote a book about it. То есть Галилео очень вдохновился и написал об этом целую книгу. But this is kind of a big mistake. И это была его большая ошибка. Because of something the church had, which was called the Inquisition. Да, потому что в то время была инквизиция. So they captured Galileo and they said, you have contradicted the teachings of the Bible. То есть они поймали Галилео и сказали, что он своими учениями противоречит учениям Библии. And we're going to have to torture you to death. It's for your own good. И ради его же блага они собрались его замучить до смерти. This sounds more and more like the story in Ukraine. Да, это звучит как что-то похожее на историю с Украиной. So they said, of course, if you surrender, if you write another book and you say that you were completely wrong and that the church is right. Yeah, if you say that Moscow is the capital of the Kiev, Да. Да, ему сказали, если ты сдашься и перепишешь книгу свою, напишешь книгу, которая будет подтверждать то, что церковь говорит. So if you the word in English is recant, means to say it again in the other way. Да, если ты все перепишешь и переделаешь наоборот, then we can let you live. Тогда мы тебе разрешим жить. But you see, the dilemma, the difficulty for Galileo is if he writes a book and he contradicts the truth, then what's the point of his life?
Да, но получается для Галилео, если бы он переписал книгу и написал то, что полностью противоречит истине, правде, которую он исследовал всю жизнь, то тогда какой смысл вообще всей его жизни? Because he will have betrayed all scientists. You know, the whole process of science will be more difficult because he, as a star scientist, has contradicted the truth. Да, потому что если бы он так сделал, написал бы новую книгу полностью ложную, то тогда бы он предал всю науку и всех ученых, и тогда бы научные процессы перестали бы происходить тем образом, которым они происходили. On the other hand, being tortured to death is not much fun either. Да, но с другой стороны, быть замученным до смерти тоже не весело. Now, so he needs to work out how can he achieve his goal of getting this scientific information out to the То world. есть ему нужно было все-таки достичь своей цели и сделать так, чтобы люди узнали ту научную информацию, которую он исследовал. So some of you will know what he did, Но некоторые из вас знают, что он сделал. and I will tell you later on, of course. Я вам попозже об этом, конечно, расскажу. But what happens when I tell you a story and I don't quite complete it? Но что происходит с вами, когда я рассказываю историю и не заканчиваю ее? Is your own brain starts working out in the background what are the possible solutions to this. Да, то есть мозг на заднем фоне пытается найти все-таки разные варианты, чем же закончилась эта история. And since this is a metaphor, this is very useful. И как метафора это тоже очень полезно. Okay, now, the other questions that Richard Weissman discovered were important. Еще разные вещи важные, которые обнаружил Ричард Уайсман. Include, if I achieve this goal, what else will change? And that was the challenge that Galileo faced. Это если я достигну цели, то как это повлияет на остальных? И это то, о чем как раз думал Галилей. So we call that in NLP, of course, ecology. Это в НЛП называется экология. So that is the question, if I achieve this, what will I gain, what will I lose? То есть, когда я этого достигну, что я получу, а что я потеряю? And so, of course, Galileo is trying to work out how can he gain what he wants here, but not lose his life in the process. То есть Галилео нужно было определить, как же он может достичь своей цели и при этом не потерять жизнь в процессе. And part of what, when Richard Weissman looked at these people who are successful, part of what they were checking is how can this goal actually increase my choices instead of limiting me? То есть люди думали о том, как цель может увеличить их выбор, количество выбора, а не наоборот сузить, когда ставили свои цели. And the next thing that they would think about is, okay, what do I need specifically to do in order to achieve this goal? Like not just hope about it, but actually what do I need to do? То есть люди думали о том, что конкретно они должны сделать, чтобы достичь этого результата, что они конкретно могут So they would plan how they're going to initiate this themselves rather than hope that someone else will do it. То есть как они могут сами что-то инициировать, а не надеяться, что кто-то что-то сделает за них или для них. Usually when people set a goal and they think about what they need to do, then they start to feel overwhelmed. Обычно, когда люди видят цель и думают, сколько всего надо сделать, это очень так захватывает мысли. So in Richard Weissman's research, he found that the successful people would not try and do everything today. They would focus on what's the first small step that I could do in the next 24 hours. То есть люди успешные фокусировались на том, какой первый шаг можно сделать в течение ближайших 24 часов, а не на том, что, как много всего надо сделать. And then they would remind themselves, what abilities do I have that can support me in achieving this? А потом они думали о том, какие у них есть способности, и ресурсы, которые могут поддержать выполнение этой цели.
So obviously in these last two steps, what they're doing is creating a good feeling about what they're about to start working on. То есть, что они делали вот на этих последних шагах, это создавали положительное внутри себя чувство по поводу тех целей, которые они хотели достичь. Okay, now, usually what I do, we have a very large group here. Usually what I do is get you into a pair to work with someone on this. Обычно мы работаем в парах, но сегодня у нас с вами большая группа. But I'm actually going to, what I plan to do instead is to guide you through this next part of the process in the group. Я вас сейчас всей группой проведу через этот процесс определения цели. And so what I'm going to recommend that you do is, and this is just introducing you to the specifics of putting a goal into your future so your brain expects it to happen. То есть мы сейчас будем вкладывать цель в вашу будущую цель в мозг, чтобы мозг ожидал, что она будет выполнена. If I was working with you individually, then I would take you through this process of getting specific about a goal. Если бы я вас индивидуально вел каждого, то я бы, конечно, выяснил, что конкретно вы хотите, какую конкретную цель вы хотите достичь. I'm going to trust you to be able to have done that based on what I just told you. Но я вам доверяю, что вы сделаете это сами, конкретную цель определите. And what I'm going to do is I'm going to show you the process of actually putting this goal into your hippocampus so your brain expects it in the future. Но я вам покажу, как именно вложить эту цель в гиппокамп, чтобы мозг ожидал выполнения ее в будущем. And this process is on the page that says goals of those page of that says goals. Этот процесс полностью находится на страничке, на которой написано цели. And I can show you it here, of course. Я вам тут покажу тоже. You don't need to follow it here. I'm going to guide you through it. Я сейчас вас проведу через процесс. And so what I'm going to ask you to do first of all is to check when you think about the future, and I'll explain this, when you think about the future, in which direction do you think of the future? Когда вы думаете о будущем, в каком направлении вы думаете? You mean like where our eyes go? Yeah, I'll explain it more. Yeah. Да, в какую сторону уходят глаза ваши, когда вы думаете о будущем? Понаблюдайте. I live in New Zealand, and in New Zealand Maori, in the New Zealand Maori language. Я живу в Новой Зеландии, и в новозеландском языке маори. If I say in the days in future, если я говорю о будущем, very interesting. In the days in the future, I say ingara amori, ingara amori. В будущем, когда я говорю, я произношу вот эту фразу ингара амури. Yep. And when I say in the past, I say ingara imua. А если я говорю о прошлом, прошедшем времени, ингара имуа. And here's what it means. When I say in the future, ingara amori, когда я в будущем говорю, it means the days behind me. Это означает дни, которые за мной. When I say in the days in the past, ingara imua, it means in the days in front. То есть, когда я говорю о прошедших днях, буквально в переводе эта фраза означает дни, которые передо мной. So in Maori, the past is in front. The future. То есть у них получается будущее сзади находится, а прошлое впереди, перед ними. Oh, now, that's an interesting point, by the way. So
You see the advantage of knowing more than one language. Да, то есть интересно подумать, да, что в другом языке другая линия времени, ну, как бы она по-другому проходит. So now, this is interesting because imagine how that makes the culture different to think of the past as you're looking at the past all the time. То есть подумайте о том, насколько сильно это отражается в культуре. Получается, что вы на будущее как бы смотрите, на прошлое смотрите. Видите, я даже не могу это сказать. I can't even say it in the Russian. It's so unnatural. Да, когда вы смотрите на ваше прошлое, оно перед вами. And so it means that the past is my guide for what I will do next. То есть получается, что мое прошлое – это мой гид, и оно руководит тем, что я буду делать в будущем. The future is unknown. It hasn't appeared yet. Да, то есть получается, будущее неизвестно, но как бы за мной оно еще не появилось. Now, if you can feel that that feels wrong to you, What if I feel that it's right? then I can show you a whole new culture. I'm just kidding. Да, если вы сейчас это слышите, и вам кажется, что это как-то ненормально, не естественно, то... Then that's because you know intuitively in which direction your brain thinks of the future. Потому что вы интуитивно понимаете, в каком направлении думает ваш мозг, когда вы думаете о будущем. Now, it may be to one side or the other, it may be up or down, but probably if you are from Indo-European culture, it is somewhere in front. Да, если вы из индоевропейской культуры, то будущее, скорее всего, у вас будет где-то впереди, и оно может быть либо так вот наискосок, либо слева направо, либо вверху, вверх-вниз идти линия времени. So this is not just the way you have imagined it, this is the way your hippocampus, your map of the world, stores this experience. То есть это не то, как вы именно это себе просто представляете, воображаете, а это то именно, как ваш гиппокамп вот хранит, кодирует это. So what we're doing is, you see now that we want to hack into that experience in your hippocampus. То есть мы сейчас хотим как бы хакнуть вот этот опыт, как вложить эту тему всю в гиппокамп. So if you think of the future as in front of you and you start imagining something in the future but you put it behind you, that won't work. То есть если вы понимаете, что ваше будущее перед вами, но когда вы его будете представлять, вы его будете себя закладывать назад за себя, то что-то не сработает, естественно. So the process that I'm going to guide you through, Tad James modeled actually in Hawaii, which is near New Zealand. То есть этот процесс, который мы сейчас будем делать, был смоделирован на Гавайях, что недалеко от Новой Зеландии. And so his research was then with the people of Hawaii who had a way of traveling into the future in their mind, traveling into the past in their mind. То есть он наблюдал за людьми, которые в своем воображении путешествовали и в будущее, и в прошлое. So we, of course, when we Indo-Europeans study this, we would probably call that a traditional process shamanism. Но в индоевропейской культуре такие штуки назвали бы шаманизмом. So what we're doing would be called shamanic journey. То есть то, что мы будем делать, оно может называться даже шаманским путешествием. But it sounds a little more scientific if I call it timeline therapy. Оно звучит более по-научному, если я это назову терапия с помощью линии времени. You understand, for me as a scientist, these are both just metaphors for what is going on in the brain. То есть и то, и другое название – это просто метафоры, конечно же, для того, что происходит на самом деле в нашем мозге. And I'm not saying it's real, I'm saying that you need to imagine it to hack into this process in the brain and make it work. You need to imagine it.
То есть я не говорю, что это на самом деле так происходит, но нужно будет это представить для того, чтобы хакнуть гиппокамп, нужно будет все-таки задействовать воображение. Okay, so let me just check here. So what I'm trying to do here is actually to share, I'm wanting to share sound so I can play some music in the background. Я хочу сейчас поделиться звуком, чтобы я мог проиграть музыку на фоне. Yep. And it should be that right now you can hear my voice and you can hear some music. Да, сейчас вы можете слышать музыку и слышать мой голос. Yeah. Okay, so what I'd like you to do in this first exercise is very simple. I'd like you to choose a specific goal that you would like to achieve in the future. Первое, что нам нужно сделать будет, это выбрать цель, только конкретную, это очень важно, конкретную цель, которую вы хотели бы достичь в будущем. It's like, can I use, like, I want to be able to drive a car and have a driver's license. Is it specific? Yes, that's specific enough. Например, у меня есть цель, лично я сейчас говорю, что научиться водить машину и получить права. And choose a time in the future when you would like to do that by. И выберите время конкретное в будущем, когда вы хотите, чтобы эта цель сбылась. Now, what I want you to do, first of all, is to create an image of what will be happening in the real world at the time when you have completely achieved that goal. И когда вы полностью достигнете этой цели, создайте в голове у себя образ, что конкретно будет происходить тогда, когда вы этого достигнете. And when I say an image, I don't mean a little image like your computer screen. I mean a really big image, so big you could step into it. Да, то есть, когда я говорю создайте образ, я не имею в виду маленькую картиночку, как будто бы на компьютере. Я говорю о большой такой картине, в которую вы как бы можете войти, то есть размером с реальность. And listen to the sounds in that experience and check that it feels good when you imagine stepping into that experience. И когда вы ассоциируетесь в этот опыт, когда вы начинаете переживать, то убедитесь в том, что вы себя хорошо чувствуете при этом. Okay. And as you check what it's like being inside that final experience, having achieved this, check, is there anything you need to adjust so you know that it works for you? Подумайте, что you need to adjust when now. Yes, so that you can imagine that it will be okay. I'll give you an example. Да, сейчас попробуем на примере подумать о том, например, какие изменения необходимо сделать, чтобы эта цель осуществилась. So, for example, sometimes when people imagine the goal, they realize, well, I'm all alone doing this thing. So then you might want to have some friends or family there with you as you imagine achieving this. Когда люди думают о какой-то цели, они часто представляют себя одного, но, возможно, нет, невозможно, точно, лучше представить друзей и вашу семью тоже в этой картине. So this is what I called before ecology. It's checking, does this work in all of the other ways in your life? То есть это то, что мы назвали экология, то есть как это будет отражаться на других областях вашей жизни, как это будет взаимодействовать с вашими друзьями и семьей. Okay, now what we're going to do, I'm going to ask you to imagine this, even though you might think, well, this is kind of silly. That's not the point. It's like a science fiction movie. Just play along. То есть, если даже вам покажется, что это глупо, все равно продолжайте, как будто бы это фантастический фильм. Просто подыгрывайте мне. I'm going to ask you to imagine that you can take this image of this last step and you can float way up above now. Я хочу, чтобы вы представили, что вы можете взять этот
всю эту картину. And what to I'll tell you what to then. do with the image? Float? Take the image with Okay. То есть Yeah. вы берете весь, Yep. Yep. взять Okay. этот образ, как бы поднять его в воздух. Now, in all cultures around the world, this next thing I'm going to ask you to do has the same kind of metaphorical meaning. То, что мы сейчас будем делать с вами во всех культурах, имеет метафорическое значение. I'm going to ask you to breathe, to actually breathe, and imagine you're breathing energy into this image. Я хочу, чтобы вы представили, что вы вдыхаете энергию в этот образ, в эту картину. So, in the Christian Bible, for example, when God created human beings, He breathed life into them. Например, в Библии написано, что когда Бог создавал людей, Он вдохнул в них дыхание жизни. That's the same metaphor around the world. И такая метафора есть везде, во всем мире. Вдохнуть дыхание жизни, чтобы ожило что-то. In Hawaiian, the word for breath is ha. Ha. И в гавайском языке даже слово дыхание и дышать, оно вот так и звучит ха. So we're going to do 4 breaths. So like breathe in through your nose and breathe out. Imagine you're up above time and you breathe energy into this image and say. То есть представляйте, что вы вдыхаете через нос и выдыхаете энергию в этот образ, в эту картинку. Вы можете говорить даже ха, то есть ха, 4 times, 4 раза. Okay. Sorry. Okay. And now imagine that the image is vibrating with energy. А теперь представьте себе, что этот образ, эта картина, она вибрирует от вашей энергии. It becomes bright. Становится ярче. You can feel the heat coming off it. Вы чувствуете даже, что из нее исходит тепло. And now, in whichever direction you imagine the future, float out into the future. Can you please say it again? Yes, whichever direction you think of as the future, in Māori it's behind, for you it's in future, in front maybe, float out into your future. И, получается, направьте эту картинку в ваше будущее, вот в направлении будущего, где бы у вас, где бы вы будущее себе по линии времени не представляли, вот направьте эту картинку туда, по линии времени, в будущее. And imagine that you come to being up above the exact place in your future where you plan to put this goal. И представьте себе, что вы как раз в вашем будущем пришли вот на ту точку, на это место, где как раз будет эта цель. And you put it down into your timeline. И вы как бы погружаете это в вашу линию времени. That was the question. Should we do it with our eyes open or eyes closed, or doesn't matter? Either is okay. It depends. Some people find it easier with their eyes closed. Yeah. Как хотите, можете с закрытыми глазами, можете с открытыми делать. And as you put it into your timeline, it kind of seals in place, like. Когда вы это опускаете в свою линию времени, это как бы запечатывается, да? Такой звук тыщ, типа запечатано. And as you turn and look back towards now, you can see that all of the events leading up to that time adjust themselves so they support this future goal. То есть, когда вы оборачиваетесь и из этой точки смотрите на все предыдущие события, то получается, как бы все предыдущие события как будто бы приводили, вели вас к этой цели. So that what you've done is you've imagined that not only this event is in your timeline, but all of the events that create it are there. То есть, получается, все эти события, которые были, они как бы и создали эту картинку будущего. And trusting that that is sealed in place. То есть убедитесь, что это уже как бы запечатано на своем месте, на линии времени.
then now float all the way back to up above now and come back down into your body and now. А теперь вернитесь обратно как бы в тело, в ваше сегодняшнее настоящее, ваш сегодняшний настоящий момент. And from in now, look out into the future and realize that you can imagine that goal is out there waiting for you to step into it. И сейчас с момента настоящего времени посмотрите на эту цель вашу в будущем, как будто бы вот она ждет, пока вы просто в нее зайдете. Okay, now this process here, you can repeat even with the same goal, you can repeat several times so that you give that instruction more and more strongly to your hippocampus, of course. То есть вы можете этот весь процесс повторить много раз, несколько раз, для того, чтобы лучше в гиппокампе закрепить это. But I want to show you another piece of this, and to do this other part of it, it's probably good if we have a 5-minute pause to kind of stretch, and then when we come back, I'll show you this other part. И есть еще вторая часть, и мы можем взять с вами перерывчик на 5 минут, чтобы немножко размяться. And this other part is to achieve what I'm calling, what Richard Weissman calls the NASA effect. И вторая часть — это как раз то, чтобы мы могли достичь с вами этого эффекта НАСА, о котором говорил Ричард Болстед. So let's, so that means we're going to come back at... Вернемся через 5 минут. 9:09. So 20. 9:09, да. 9:09. Yeah. Very nice, symbolic, 9:09. Yeah. Synchronism. Okay, so have a stretch, a quick rest, come back. Растянемся и вернемся через 5 минут, окей? Oh my God. Ой.
you tell us what happened with Galileo? I will afterwards. Yep. Don't forget, please, because I'm trying so hard to remember. I know this story, but I think I forgot what he did. I used to know this story. I read about it. Yeah. Так, 9:09. Yeah. Okay. Maybe we can start back. Okay, so I mentioned before that when Richard Weissman checked what do people actually achieve in the future, Я уже упоминала, что когда Ричард Вайсман обнаружил, что люди на самом деле достигли в будущем, that when they're really successful, they don't think they're just doing something themselves, they think they're doing something that is significant for other people. то, чего они хотели достичь чего-то не только для себя, но они думали о том, что это также очень важно для других людей. Now, right now in Ukraine, you don't really get that choice because you are already, by being in Ukraine, doing something for humanity. Когда вы сейчас находитесь в Украине, то, конечно же, вы автоматически делаете очень много для человечества самим фактом своего пребывания в Украине. And I really believe that the future of democracy and the future of civilization depends on the things that are happening in Ukraine right now. И я лично в это верю, что будущее и демократии, и вообще цивилизации очень сильно зависит от того, что сейчас происходит в Украине. And I feel very privileged to have this connection with people in Ukraine in that situation. И я чувствую свою особую честь тем, что могу сейчас быть связан с людьми из Украины и помогать им. Even though your life has changed so much over these last months, И несмотря на то, что жизнь ваша изменилась очень сильно за последние месяцы, one of the things that you'll notice is that you now know that whatever the situation is that you're in, there are some things that you keep doing every day because they are part of the way that you are in the world. и несмотря на то, что происходит вокруг вас, все равно есть вещи, которые вы продолжаете делать каждый день, потому что эти вещи поддерживают вас, и это просто то, чем и кем вы являетесь в этом мире. Even if you can't do your usual work, then you find some other way to do these things because they just feel a part of what it is to be you. Даже если вы, может быть, не можете делать свою обычную работу, все равно вы делаете какие-то вещи, которые как бы составляют вашу идентичность, то есть то, что делает вас вами. And this is what I mean by mission. И это то, что я имею в виду, когда говорю о миссии. It's the sense of what you, as you, naturally do in the world. Это то, что вы делаете сами по себе, как бы будучи просто вами, вот этим человеком в этом мире. And it's the connection between your sense of who you are and the wider world around you. И это такая как раз связь между тем, кем вы являетесь, и окружающим вас миром. So you'll see in the written notes there are some examples of how I would usually guide people through a whole process to think about mission. Вы видите, тут есть как раз написаны примеры, что
как я людям помогаю задуматься об их миссии. But right now, I want to take you through a process that installs more strongly the sense of how what you are doing connects to this wider system. Сейчас мы с вами сделаем практику, которая поможет вам понять, каким образом вы соединяетесь с более сильными, большими системами. And the model that I'm going to use for this comes from my friend Robert Dilts. И вот эта модель, которую буду использовать, это разработка моего друга Роберта Дилтса. And in New Zealand, we teach this model to the management in all the government departments. В Новой Зеландии мы обучаем даже на уровне государства, правительства этой модели. So we only have 5 million people in the whole country. У нас даже нету 5 миллионов людей населения в стране. But we have NLP practitioners in the government departments training people, so we were able to do this. Но у нас есть NLP-практики, которые работают с отделами в правительстве, и поэтому мы можем это делать. So what we find is that when people have some challenge, for example, they say, I get stressed in my job. Если у вас есть какой-то вызов, например, вы говорите, что у вас на работе стресс, then we can think about that at several different levels. мы можем подумать об этом на нескольких уровнях. At the most basic level, well, maybe you could change your job. You know, maybe you could change the surroundings and go somewhere else. Основной, первый уровень – это окружение. И если вы думаете о своей работе на уровне окружения, ну, окей, я могу поменять окружение, то есть поменять работу. Sometimes that's perfectly appropriate. It's a fairly superficial way of dealing with the problem. Иногда это подходит, иногда это классно, но это такой поверхностный подход к проблеме. At the level of behavior, maybe you could do a relaxation process that I teach you, or maybe you could take a pill that relaxes you, a drug. На уровне поведения вы можете сами что-то делать со своим поведением, то есть либо делать расслабляющие практики, либо принимать какие-то таблетки, которые вам помогут успокоиться. Again, that's fairly superficial. Но это тоже довольно-таки поверхностно. Maybe if I showed you the process, if I teach you the process of relaxing so that you have that capability, that would be a deeper way of dealing with it. Если я вас обучу, что вы можете делать на уровне возможностей, то это будет более таким глубоким вариантом решения этой проблемы. But then sometimes people would say, well, I don't know if I believe it can be that easy. Я иногда слышу от людей, что вряд ли что-то может быть, это может быть так просто, вряд ли проблема просто решается. So that's an issue of beliefs. И это как раз проблема с убеждениями. And the other thing is they might say, well, why should I be the one who does the work? Why doesn't my boss make it easier? Почему люди также задают такой вопрос? Почему это я должен делать что-то? Почему не мой начальник должен что-то исправить? And that is an issue of, is it important enough? What are my values? И это как раз вопрос ценностей, то есть достаточно ли это важно для меня? Sometimes even if I can if I can help the person change their beliefs and their values so that they feel like I believe I can do this. Иногда даже если люди меняют убеждения и ценности и могут сказать, что окей, ладно, я верю, что я могу это сделать, могу это изменить. Sometimes they will say, but even if it's possible for most people, I don't know if I can do it because I'm kind of broken. Люди также говорят, да, даже если это возможно в принципе, скорее всего, это невозможно для меня, потому что я уже сломанный внутри человек. And so that's at the level of identity, of like, do I feel like I'm a functional person? То есть это уже на уровне идентичности идет работа. Люди говорят, что я, допустим, недостаточно хорош для того, чтобы это сделать. But these deeper levels are where the person says, well, okay, even if I am a person who can change, what's the point?
Но дальше люди задают такой вопрос. Хорошо, даже если я человек, который может изменить и измениться, то какой там смысл? How is what I'm doing going to make any difference in the world? Как то, что я делаю, создает какой-то эффект в этом мире? And at this level that I'm calling the spiritual level, the question is more like, is there any meaning to life anyway? И уровень духовности — это то, что когда люди задают вообще вопрос, а вообще есть ли в жизни какой-либо смысл? We're born, we die, so what? Да, мы рождаемся, мы умираем. Что такое и что? And for you to create the future that you want, all of these levels need to be aligned with that future. То есть, если вы хотите создать будущее, которое вы хотите, вот все вот эти уровни должны быть интегрированы в ваше будущее. So I'd like you to choose some specific situation where you would like to respond more effectively. То есть я бы хотела, чтобы вы сейчас подумали о той ситуации, выберите конкретный контекст, конкретную ситуацию, в которой вы хотели бы быть более эффективными. And I'm going to take you through the process of aligning these levels. И я вас сейчас проведу процесс интеграции этих уровней. Now that doesn't mean a situation where you want someone else to change. I know there are plenty of those. Это не будет ситуация, в которой вы хотите, чтобы кто-то изменился. Я знаю, что, конечно же, вы об этом думаете и хотели бы. But I want you to find a situation where you would like to respond better. Но я хочу, чтобы вы нашли ситуацию, в которой вы хотите измениться и хотите лучше быть, скажем так, лучшей версией себя. Maybe in how you relate to your family, maybe in how you respond to your job. Может быть, то, как вы работаете, может быть, то, как вы общаетесь со своей семьей. Maybe in how you respond to the news that you're hearing each day. Может быть, то, как вы реагируете на новости, которые вы читаете каждый раз. But choose something important. Но выберите что-то важное для себя. You know, sometimes this is quite a profound process. Иногда это очень глубокий процесс. And one time I did this with a group, and I asked people afterwards, how was that experience? И однажды я это сделал с группой и спросил у них, как им вообще это все. And one guy said, well, he said, it was really profound, but I wish I'd chosen something more important. И люди говорили, что да, это было очень глубоко, и я хотел, лучше бы я выбрал что-то более важное для этой практики. Because what I chose was that when I wash my clothes in the washing machine, sometimes I lose a sock and I don't know where those socks go. То есть иногда люди выбирали ситуацию, например, когда стираю свои вещи в стиральной машине, я обязательно теряю один носок. И каждый раз мне не хватает на одного носка, я не могу его найти. He said, I feel really different about it now, but it's not really an important thing. Я, конечно, сейчас уже по-другому отношусь к этой ситуации, но вообще на самом деле это не очень важно. Okay, so choose something important, that some specific situation, not your whole life, some specific situation. То есть выберите что-то конкретное, конкретную ситуацию в вашей жизни, не всю вашу жизнь, а конкретный контекст вашей жизни, в которой вы хотели бы что-то изменить конкретное. Got that? Mm-hmm. Okay. And once again, I hope there is the sound of music as well as my voice. Сейчас, надеюсь, включится музыка, и я буду говорить под музыку. Вы будете слышать и мой голос, и ее. What I'd like you to do is I'm going to take you through these levels as if you were stepping into the center of this circle of this model. Я сейчас вас проведу по этим уровням, так как будто бы вы погружаетесь как раз внутрь, в центр этой модели. So I'd like you to imagine that you start off on the outside of the circle, and I'd like you to remember that situation where you want to respond differently. Сейчас представьте, что вы стоите за этим кругом. Вы подумайте о ситуации, в которой вы хотите измениться, в которой вы хотели бы реагировать по-другому.
And I'd like you to be in that situation and feel what it feels like as you look around and listen to the sounds. Подумайте сейчас об этой ситуации, подумайте о ней и посмотрите вокруг себя, послушайте звуки. And actually remember what that situation is like. И запомните, что это за ситуация. Или вспомните, что это за ситуация. And then take a little step forward in your mind. И в уме сейчас сделайте маленький шаг вперед. Now I'd like you to notice when you're in that situation, are you still or are you moving? Хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание. Вы, когда в этой ситуации, то вы находитесь в движении или вы в замершем состоянии? And if you're moving, what kind of movements are you making? Если вы движетесь там в этой ситуации, то какие движения вы совершаете? If you're speaking, what words are you saying? Если вы там говорите, то какие слова вы используете? And what words are you saying to yourself? И какие слова вы говорите самому себе? We're not criticizing those words. We're not justifying them. We're just noticing. It's very important. Мы эти слова не осуждаем, мы их не оправдываем, мы просто замечаем, что это за слова. Take another step forward. Теперь сделайте еще один шаг вперед. And notice that those words come in a pattern. They come in a sequence. И обратите внимание, что эти слова повторяются, как бы есть определенный паттерн. You might think of it as a habit you get into in that situation. Вы можете подумать о том, что это такая у вас есть уже привычка, в которую вы попадаете, когда возникает эта ситуация. When you're in that situation, you always tend to respond in the same way. It's like a strategy you have. Когда вы попадаете в эту ситуацию, вы всегда отвечаете одним и тем же образом, то есть это такая у вас стратегия. So again, we're not criticizing it. We're not trying to prove it had to happen. We're just noticing. Опять же, мы это не будем никак осуждать или как-то что-то плохо об этом говорить, просто замечайте, что вот это так. And then take another step forward. И дальше сделайте еще один шаг вперед. And now notice that, of course, you get into that habit or that pattern because you have certain beliefs about what's going on. И заметьте тоже, что вы попадаете в эту ситуацию, в эти повторяющиеся события и слова, потому что у вас есть определенные убеждения на эту тему. So notice if there are other people there, what you believe about what they are doing and what they will do next. Попробуйте заметить, что там с людьми окружающими, как вы считаете, какое у вас есть убеждение, что эти люди будут делать в этой ситуации. Notice what you believe is possible and what you believe is not possible. Обратите внимание, что вы считаете возможным, а что вы считаете невозможным. We're not trying to argue with that. We're not trying to justify it. Just notice. Мы там не будем спорить с этим, не будем никак это оправдывать или оправдываться. Просто замечайте. And notice what feels important to you when you're in that situation. И заметьте, что для вас важно, вот когда вы в этой ситуации. Now, I don't mean what should feel important or what you think is important right now. I mean when you're really in the situation. Я имею в виду, когда вы прямо в этой ситуации, не то, что вы считаете должно быть важно, а то, что для вас там важно на самом деле. It may just feel important to get out of there as soon as you can. Возможно, даже окажется важным выбраться из этой ситуации, закончить ее как можно быстрее. Just notice. Просто обращайте на это внимание, замечайте. And take another step forward. И сделайте еще один шаг вперед. And now notice, if we only saw you in this situation, what kind of person are you when you get into this situation?
И если бы вы посмотрели на себя со стороны в этой ситуации, то каким человеком вы являетесь в этой ситуации? Заметьте себя, какой вы в этой ситуации. We're not criticizing it, we're not justifying it, just noticing what kind of you do you become. Обратите внимание, мы не критикуем, не оправдываем, просто смотрим, какой вы в этой ситуации. And then take another step forward. И сделайте еще один шаг вперед. Now I'd like you to notice you get into this situation as part of the wider story of your life. И теперь заметьте, что вы в этой ситуации находитесь, и это часть как бы большей истории вашей жизни. Maybe you chose to get into this situation and then realized it was more difficult than you thought. Возможно, вы выбрали попасть в эту ситуацию, а потом оказалось, что это сложнее, чем вы думали. Or maybe you were trying to do something else and this situation you got into accidentally. Или вы старались, вы хотели сделать что-то другое, а в эту ситуацию попали случайно. Either way, this situation connects you to the larger story of your life. Так или иначе, эта ситуация соединяет вас с историей вашей жизни. To the story of the things that you're trying to do in your life. То есть соединяет вас с теми вещами, которые вы хотели, которые вы стараетесь делать в вашей жизни. And that connects you to something even larger, И это соединяет вас с чем-то еще большим. which I'd like you to imagine is in front of you right now. Хочу, чтобы вы это что-то большее представили сейчас перед собой. Now, that larger story is the story of your family, of your community. То есть это большая история, это история вашей семьи, вашего сообщества. It's the story of humanity, of history. Это прямо история человечества всего. It's the great story of how life evolved on this planet. Это великая история развития жизни на нашей планете. That stretches far into the past and far into the future. Эта история продолжается и вперед, и назад, и назад в прошлое, и вперед в будущее. And now I'd like you to step forward, that final step, into that great story. И хочу, чтобы вы сейчас сделали шаг, последний шаг вперед в эту прекрасную, великую историю. And feel this vast energy that creates the great story. И почувствуйте эту всеобъемлющую энергию, которая создает эту историю. Now you may think of this great energy as God that holds the world in his hands. Вы можете подумать о том, что это все создает, это как раз Бог, который держит мир и всю историю человечества в своих руках. You might think of it as the laws of science that create all life. Или же это может быть история, наука, которая создала тоже много аспектов нашей жизни. You might think of it as consciousness. Можете подумать о том, что это как бы вселенский разум, осознанность, As love. любовь. However you imagine it, this enormous energy which comes from before time itself. Как бы вы это ни называли, это огромная энергия, которая происходит. Is the source of everything. Это как бы источник вообще всего. And take in your mind a little step back. И мысленно сейчас сделайте маленький шаг назад. And feel that this vast energy flows into your life story as well. Почувствуйте, как эта энергия сейчас вливается в вас и в вашу жизненную историю тоже. That your life story is part of the great story. Что ваша история вашей жизни – это часть великой истории человечества. That through you, this great energy breathes and looks out into the world. Что именно через вас эта великая энергия дышит и смотрит в мир. That with its consciousness, with its love, with its creative power, it sees through you into the world itself.
вы это ни называли, либо это Творец, либо любовь, либо Бог, это все просвечивается через вас происходит и выходит в этот мир. And take another step back Сделайте еще один шаг назад and realize that changes who you are. и обратите внимание, что это меняет то, кем вы являетесь. Because you are an expression of this vast story. Потому что вы являетесь именно выражением этой великой истории. Changes who you are even in this situation that you're thinking of. Это меняет вас даже в этой ситуации, о которой вы думаете. Take another step back and realize that changes what you believe is possible in that situation. Сделайте еще один шаг назад. Подумайте о том, что те изменения, которые вы хотите сделать, они возможны в этой ситуации. Возможны. It changes what feels important when you think of that situation. Сейчас меняется то, что вы считаете важным, когда вы думаете об этой ситуации. Some of the things that you were thinking were important, they may not even matter. Некоторые вещи, о которых вы раньше думали, возможно, сейчас уже для вас вообще не имеют значения. Some of the things that are most precious, you weren't even noticing. Сейчас, возможно, вы даже не замечаете то, что считали раньше очень-очень ценным. And now you can notice them. Сейчас вы можете замечать другие вещи. Because everywhere you look, there is that vast energy. Потому что куда бы вы ни посмотрели, там везде это огромная энергия. It breathes as you breathe. Она дышит, как дышите вы. It shines in the light. It echoes in all of the sounds. Она светит через свет и эхом отражается звуком во всех звуках. And take another step back. И сделайте еще один шаг назад. And realize that changes what patterns, what strategies you would choose. И осознайте, что это изменяет паттерны и стратегии, которые вы выбираете. Because now you can look through all of life for inspiration for those patterns you could choose. Потому что сейчас вас может вдохновлять целая жизнь. Through your own life, through other lives. Вы сейчас в своей жизни можете вдохновляться другими жизнями. And take another step back and realize that will change every action. Сделайте еще один шаг назад и осознайте, что это может изменить вашу реакцию. It will change every thought. Изменит каждую вашу мысль. It will change every word you would say. Изменит каждое слово, которое вы говорите. Every movement. Каждое движение, которое вы совершаете. Take a final step back Сделайте последний шаг назад and realize that changes the situation itself. и осознайте, что это меняет всю ситуацию, саму ситуацию. Through you, this great energy flows into that situation. Через вас эта великая энергия течет в эту ситуацию. And when you think about going back into that kind of situation in future, Когда вы думаете о том, что эта ситуация повторится в будущем, it's different. она уже будет другой. Because everywhere is that same energy. Потому что везде вокруг именно эта энергия. Changes every moment. Это изменяет каждый момент. And as you realize that, you may even have a sense of gratitude. И Яна, выключите микрофон, пожалуйста. For this energy that brings you into being. И это меняет вашу энергию, и эта энергия меняет то, как вы живете.
So Galileo. Вернемся к Галилею. So he's trying to create this future where science spreads across the world. То есть он хочет создать это будущее, где наука распространяется по миру. And they've told him, you know, we're going to have to torture you to death unless you write another book and say you were wrong. И ему сказали, что да, ты должен написать книгу, где ты говоришь, что все, что ты до этого говорил, неправда, иначе мы тебя замучаем до смерти. So he wrote another book, but not what the church expected. То есть он написал книгу еще одну, но не такую, как хотела церковь от него. Because on the first page of this book, Потому что на первой странице этой книги he says, the church has asked me to rewrite this book, and I will. он написал, церковь попросила меня переписать эту книгу, и я это сделаю. But first I must tell you that whatever I write here, the truth is still the truth. Но я все равно хочу вас предупредить, чтобы я тут не написал, правда всегда будет правдой. The sun does not read our books. Солнце не читает наши книги. The moon doesn't read our books. Луна не читает наши книги. The earth continues to be the earth, and the truth continues to be the truth, whatever we Земля say. продолжает оставаться землей, а правда правдой, что бы мы ни говорили. And of course, how could the church disagree with that? И как может церковь с этим не согласиться? Как можно с этим спорить? And you know that as well. И вы тоже это знаете. That whatever happens in the world, the truth continues to be the truth. Что бы ни происходило в мире, правда будет оставаться правдой. Humanity continues to be humanity. Человечество продолжает оставаться человечеством. And Человечность тоже. И любовь. love continues to be the most precious thing we have. И любовь продолжает оставаться самым ценным, что мы имеем в этом мире. Thank you so much for being here this evening, my friends. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами. Maybe if people want to, in Russian or Ukrainian, you can write in the chat if you want to say, how was your evening? Можете написать в чате, как был ваш вечер. Yeah, people express their gratitude to you and appreciation for your support and for your kind words about Ukraine and Ukrainian people. Thank you, Richard. We really appreciate that. Thank you very much. And thank you to my wife, Yulia, for helping me with setting up this and checking my attempt to translate things into Russian or organize the Russian translation. Юля, спасибо тоже за помощь. Yeah. Thank you so much again, Daria, and thank you, Borislav, for this amazing opportunity. Yeah, thank you. Thank you, Ричард. Спасибо всем участникам, которые сегодня принимали участие. Наша конференция будет продолжаться. Нас еще будет ждать минимум 4 докладчика. Вот, следующий докладчик у нас будет в воскресенье. Не завтра, но послезавтра. Вот, будет в онлайне Мишель Руз из Калифорнии, солнечной. Информацию читайте в группе. Все будет. И запись видео будет тоже в группе. То есть, кто не посмотрел видео или частично посмотрел, сможете его досмотреть. Окей. Окей, Ричард, bye. Okay, thank you. Goodbye. Yeah, thank you so much. It's been a great pleasure. Thank you.